Кто ты, воин? Я трансгендер. I'm a race car. Я вертолет. Да что же с вами не так? Все новые игры такие плохие, такие дорогие. Пожалуйста, хватит. Новый Saints Row, на удивление для всех геймеров мира, стал чем-то очень необычным за последнее время игрой. В основном до этого мы полгода играли в патчи. Много патчей. Очень много патчей. Остановитесь! Некоторые из них даже пытались продать за 100 баксов. Но я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Ведь у игровых компаний есть четкая тактика. Не выпускать игры весь год, чтобы выпустить все игры за 2 месяца. Гениально. Гениально. Наверное, поэтому по Saints Row вышло рекордное количество видео. Ведь впервые игровые журналисты могут делать обзор исключительно на основе своего мнения, за которое им не заплатят. Ведь больше платить некому. Обидно! Правда, многие по инерции делают гендерно-нейтральные обзоры. Порой умеет быть забавно. С точки зрения графики, перезапуски еще выглядит сносно. Готов пожать руку всем, кто за это отвечал. Игра все-таки, удалась. Он улетел, но он обещал вернуться. Но больше всего меня удивило, что игра оказывается эксклюзив Epic Games Store. С этого момента ты Epic Games Store. И поначалу новый Saints Row не подавал никаких признаков проблем. Даже побил рекорды по дизлайкам на ютубе. Я хорош! После чего разработчики сделали выводы и начали публиковать трейлеры в Твиттере, где нет дизлайков. Хорош! Но взамен сценаристы пообещали вернуть все, за что фанаты так любили Saints Row 2006 года. Ну чё, писатели, написались нахуй, да? Ну как обещали, в основном предлагали всем ненавистикам дальше ненавидеть. Ведь в мире Твиттера, где живут разработчики, все питаются радугой и какают бабочками. И вы ошибаетесь, если думаете, что вся их студия... Ведь они настолько довольны предзаказами, что даже высмеяли Square Enix с их постоянными хотелками продать тамбовского рейдера в количестве населения Китая. Вон, разработчик Saints Row хотел продать 10 копий, а получили 5000 скачиваний. И довольны. А большего мне и не надо. И я тоже очень доволен, что покупка за 1300 рублей, возможно, даже запускается. Я сказала, стартуем! Зато вон какая стабильная. Не зря 300 человек игру 7 лет делали на своем собственном движке. Не то что всякие 11 бомжей, создавшие Rust, 20 голодных студентов, выпустивших Субнатику, и по всей видимости один таджик, разработавший Тарков. И все это на Unity. В студии Saints Row просто не знают, что не обязательно вставлять палку в своего товарища и называть это движком. Вообще движок Unity довольно прост в освоении, а с крутыми наставниками создать свою игру можно и за пару месяцев. Было бы желание. Сделать это можно в онлайн-школе Skill Factory на курсе разработчик игр на Unity Pro. Курс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже начал свой путь в геймдеве. Ты научишься программировать на C#, изучишь основы 3D-моделирования и геймдизайна, асинхронное программирование, продвинутый Unity и получишь комплексное понимание создания игры и выпуска ее на рынок. На этом курсе ты будешь всеми 24 личностями сразу. Сценаристом, дизайнером, художником, 3D-динозавром, программистом Шарка. А по окончанию обучения сформируешь портфолио из 7 игр, одна из которых будет по твоей задумке, чтобы в конце тебя не стыдно было приодеть и отправить на работу через карьерный центр Skill Factory, где вам помогут подготовиться к собеседованию и найти первую работу. А в будущем сможешь гордо писать свое имя на всех должностях в игре. Прям как Кодзима. Возможно, последний шанс сейчас научиться чему-то полезному — это Skill Factory и выжить любой ценой с Bear Grylls. А по промокоду Каргас для вас будет действовать скидка 45%. Так что переходите по ссылке и становитесь не просто разработчиком игр, а настоящим IT-супергероем непризываемым. А начинается сюжет на какой-то вечеринке в конце игры. Но внешность для начала истории мы выбираем ему сейчас. Я нихуя не понял. Ну как выбираем? В основном за нас уже выбрали. И разработчиков можно действительно похвалить за отличный редактор. Хотя они и сами с этим успешно справляются. Ваше место возле параши. Вы даже можете создать себе существо абсолютно любого гендера. На выбор мужчина и женщина. А что если я... Ёбаный вертолет! Осталось понять, почему разработчики дважды удалили нут-мод, при том, что с прошлыми частями все в порядке. Но, видимо, новая
Saints Row это теперь серьезный игровой блокбастер, где не до ваших этих. Ну, кроме того, что их можно кастомизировать, кроме краника. Где мои яйца? И я абсолютно не жалею, что потратил 8 ебучих часов. на создание идеального существа. Вот это я понимаю, мужик, а вы дальше любите своих эмобоев, девочки. После чего меня сразу же убивают и закапывают в невероятно проработанной земле 10 из 10 полигонов. Помните, дети, когда закапываете труп, то сажайте поверх растения из красной книги, чтобы выкапывать их было незаконно. В этот момент нас переносит, судя по всему, во Вьетнам. Теперь мы не какой-то рандомный парень с улицы, а спецназовец военной компании, которая набирает сотрудников благодаря очень легкому конкурсу. Сдохни или умри. А чтобы не платить всем тем двум новобранцам, нас сразу же отправляют на смертельную миссию. Вот эти парни точно не получат зарплату. Но мы должны помнить, зачем все это делаем. Ради оплаты аренды квартиры. Да, это жестко. Безрамочные айфоны просто более приоритетная трата денег. Успешно выполняем миссию, уничтожаем пару сотен врагов, ловим босса мафии на крыше военного самолета, пока остальные, допустим, отдыхали, за что нас хвалит начальница и отбирает зарплату, потому что мы не выполнили ее приказ. Нравится такой вариант, солдат? Зато пока едем домой, можем поматериться на кнопку дрифт. На хате мы, оказывается, живем вместе с лучшими друзьями. Почему-то женщиной, чернышом, не умеющим стрелять, и полуголым тестостероновым анимешником, чья главная задача в доме — готовить кофе и вафли. Но вафельницу скидываться не хотят. Но как же все они подружились? Ведь даже в первых частях у персонажей была история. Им всем нечем платить за квартиру. Поэтому мы едем грабить банк. Фактически это даже не миссия, а катсцена, после которой нас отправляют изучать открытый мир. У меня дурное предчувствие. И это весь пролог. Я не буду сравнивать начало прошлых частей с новой. Я даже не буду ничего говорить. Пусть за меня все скажет умный песик. Yes. You are a different kind of cat, Eli. I thought that went great. Первой настоящей сюжетной миссии наша начальница просит нас о небольшой услуге. Вернуть украденные у компании вещи. В смысле, ограбить конвой бандитов, отстреливаясь от турели верхом на машине через песчаную бурю. Посредственно. А после упасть в ущелье, сразиться с боссом на кулаках и сыграть на гитарке. Где-то здесь мы узнаем важный сюжетный поворот. Оказывается, мы ограбили банду нашей подруги. Ведь обычно у всех членов криминальных организаций недостаточно денег для оплаты квартиры. Вчетвером. Я хорош! Но зато мы приглянулись главе нашей военной организации старику Маршалу. Тільки спершу покажи, що маєш в штанях. З величезним задоволенням. К сожалению, на следующую миссию нас не пускают, пока мы не поможем таксисту. Какому такому таксисту? Под прикрытием нужно вступить в местную банду айдолов, чтобы узнать, кто спер запчасти нашего кореша. И если фишка прошлой банды — это машины, главная особенность айдолов — аниме. Люди, они с четкой жизненной позицией, хотят сделать мир лучше, поэтому воруют у всех для себя. Я вор великий. Вежливо рассказывают, где контейнер с украденным, и нападают с нунчаками. Боевые там почаки. В прошлой миссии была отсылка на фильм «Безумный Макс». И в этой миссии тоже была отсылка на эксклюзивы PlayStation. Меня видно, меня не видно. И я, конечно, не разработчик, но, возможно, у твоей игры большие проблемы, если даже в Форсаже физика реалистичнее. Неожиданно Маршал приглашает нас на свою вечеринку в музее в качестве охраны. Но эту часть игра пропустила и сразу перешла к бухлу. Алкоголь это целый мир. Буквально за секунду до наша подруга Нина предупредила, что ее банда сейчас к нам ворвется. Спасибо. Вообще все наши друзья состоят в какой-то банде. Целых двух на весь город. Кроме Сникерса. У него банда по умолчанию. И сейчас главная задача — охранять книгу с кодексом главных мужских правил. Один раз не По итогу мы спасли жену босса, но нас уволили, потому что книгу подменили айдолы. Ведь женщину можно заменить, а книгу нет. Мы здесь все тебе очень благодарны. До свидания. После того, как герой потерял работу, игра пытается показать состояние человека в депрессии. Мы уныло ходим, уныло разговариваем, уныло готовим тост, уныло встаем с кровати с помощью QTE.
Правда, человек, потерявший работу в 2022 выглядит немного по-другому. Я устал, босс. И только наш братюня, полуголый гей, поддержал нас завтраком. Хочу. Пока уныло смотрели телек, узнали, что на айдолов готовится нападение. И нам было бы абсолютно плевать, но там сейчас наш полуголый гей-повар. Слышь, что так долго? Перестрелки Черныша ранили, а нам показали то, за что все любят серию Saints Row. Безумный галлюциногенный трип. В смысле, вот он. После того, как мы всех спасли, узнали кое-что важное про Черныша. Он тоже гей. Ведь только геи пьют белое вино. Не отрицаю. По итогу нас уволили, Нина ушла из своей банды, гей покинул айдолов, а Сникерс и так безработный. Поэтому мы решаем создать свою собственную сильную и независимую банду. Но как появилось название «Святые»? Главный герой стоял около иконы в церкви, которую захватили путем шантажа и убийства. И вдруг осознал, что они святые. Нахули нам? В этот момент сюжет временно прерывается, чтобы мы больше узнали о всех тех 3 персонажах на всю игру. Первой нашей миссией как святого будет научить ближнего своего стрелять из пушки. И нет ничего удивительного в том, что Сникерс! не умеет стрелять. Ведь через 5 минут он уже верхом на машине через холмистую пустыню делает хедшоты. И это после того, как мы просто постреляли по бочкам, пока он задавал вопросы. Why are you gay? Ты показал мне свой мир, а теперь я покажу тебе свой. Но ты очень плохая девочка. Чтобы лучше изучить внутренний мир Илая, он пригласил нас на сходку ролевиков. И это одни из самых безобидных миссий. Ведь и сам Черныш самый добрый персонаж. Все, что от нас нужно, это стрелять нелетальным оружием в других. Они живы, я практически в этом уверен. А для полного завершения сюжета Илая нужно было захватить 3 точки. И так как убиваем мы всех понарошку, я прилетел на несмертельном военном истребителе и сжег всех задротов несмертельными лазерными лучами. После чего стал королем и первым делом вернул крепостное право Чернышам. С Геем Кевином в основном мы обустраиваем нашу базу и ходим покушать. Но именно здесь раскрывается глубокий лор персонажа. Помимо того, что он гей, анимешник, качок, астматик, он еще и приемный. Нахуй мне эта информация? А дальше мы узнаем, что он играет в доту и увидим предысторию из его детства. В какой-то момент Кевина похищает его бывшая банда айдолов. Но вместо того, чтобы сказать, куда нам ехать, игра предлагает более важную информацию о его родителе, мамочке, татушке. Папы! Оружие для выбивания информации игра почему-то не разрешила достать. Но у нас есть кое-что более опасное. 3 анимации удара кулаком. К сожалению, информатор спрятался в биотуалете. Но у игры свои способы допроса. Таксі 1562, комфортні автомобілі та досвідчені водії. Пару минут перестрелок и кореш спасен. Сюжетная линия единственной женщины в команде Нины получилась самая. Мы мстим одному из лидеров банды Пантер за украденную тачку Нины, тюнингуя бампер его машины, из-за чего не хватило времени на спасение машины самой Нины. Посмотрите, блядь! И так как эта машина принадлежала ее умершей матери, Нина решает отомстить семье банды Пантер. А семья банды Пантер — это завод машин. Логика где? И попасть на этот завод можно исключительно на вертолете. Забор. Немыслимое создание, недостижимое для людей. Так тут же, блять, вход есть. Но больше удивляет наличие 4 военных вертолетов и целого завода. У банды, владеющей единственным районом с населением 10 человек. В Америке. Нахули нам? На этом игра заканчивает раскрывать глубокий внутренний мир всех целых 3 главных персонажей. Но взамен дает кое-что лучше. План, как стать успешными и богатыми. И для прокачки репутации нашей банды нужно совершать такие злодейские вещи, как езда по встречке и освобождение районов от пустой машины. А в конце даже разрешают прорекламировать святых на местном ТВ-шоу. Как и ожидалось, мои голодные игры на острове совсем не удались. Ведь у меня отобрали все оружие, а этот глупый свин в конце забаговал. Но все это было сделано не зря. Вон сколько теперь у нас членов банд, которым, оказывается, нужно платить. Любовь к деньгам — это корень зла. Вопрос, конечно, зачем они все? Когда на единственное за всю игру ограбление поезда мы отправляемся без них.
Зато дают понюхать план ограбления, который сводится к освобождению из тюрьмы того самого босса мафии из начала. Но грабить поезд все еще рано. Сначала нужно лучше узнать друг друга и познакомить временного сотрудника Науля со всеми 300 гендерами. Под конец мужик даже забухал с горя и раскрыл всю свою душу. Ты охуенный мужик, да. В целом хорошая миссия. Не понимаю людей, которые жалуются на баги. Прошел всего лишь с 3-й попытки после переустановки игры. И вот оно, долгожданное ограбление поезда. Ну как поезда? Коридор, который движется. Но есть и плюсы. Нам показали главаря вражеской банды. Одного из двух. Первый и последний раз. И это... Потому что второго вообще убили за кадром. Ничего не сказать. Я в ахуе. Разработчики просто переросли все эти мальчишеские преступные интриги из прошлых частей и стали, допустим, женщинами. На поезде успехи святых не заканчиваются, и следующей целью будет отобрать тот самый кодекс у айдолов. Без понятия, нахрена он всем нужен, но этот пухляш очень рад. Возможно, в нем есть обнаженка. Хотя бы где-то в этой игре должны быть голые бабы. Это же Saints Row. В первой части были хотя бы путаны. Во второй мы могли бесплатно заниматься кексом. А игру рекламировали те самые звезды. В третьей части те самые звезды уже озвучивали персонажей. А в четвертой, да так, всего лишь засадили дочери сатаны. Ну а в новой Saints Row персонажи вроде как знают о кексе. Как минимум о гейском. Сейчас мы будем заниматься сексом. А взамен мы получаем современный взрослый сюжет, где к вооруженной преступной группировке приходит адвокат и заявляет, что права на наш бренд святых теперь принадлежит маршалу. Что-то мне не нравится ваш тон, сэр. И хоть самого маршала найти не получилось, его жена, которую мы ранее спасли, предлагает сделку. Мы портим акции компании и ставим во главу эту бабку. А она возвращает бренд святых. В смысле воздух. Но это не имеет никакого значения, потому что важен только неповторимый вкус пива Невское. Все происходящее настолько бессмысленно, что даже мой вертолетик отказывается лететь, выполнять эту... Зато можно увидеть невероятную графику 2022 века. Вернув бренд святых, кое-что изменилось. Игра вдруг резко заявляет: Я вам Концовку. принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас Предприятий. нету. концовки нас отправляют на ту самую вечеринку из начала игры, где нашим убийцей оказался Наули. Ну вот как после этого жить дальше? И мотивация у него вполне адекватная. Он хочет друзей, желательно наших. Крайне желательно, если нас в этом списке не будет. Логично. К счастью, мы не умираем, а всего лишь попадаем в ад. Нахуй. В местный ад попадают в принципе все. Люди, машины, вафельницы. А чтобы выбраться отсюда, нужно победить в настольной игре. Это даже было весело. Все 10 минут. Но на что же хватило фантазии у разработчиков, кроме настолки? На адскую настолку. А под конец начинается невероятное противостояние, кто сильнее хочет друзей. Победил котик. И все происходящее вполне объяснимо. Восставший из мертвых, вам может показаться, что Наули сошел с ума и перебил всех в нашей банде. Но нет, они живы. Просто включили солевую лампу. Это вообще кайфует. Ребят, вам нормально? Вызывайте нахуй, сука, скорую. Возможно, тот факт, что Наули похитил нашу команду и вынуждает их сниматься на ТВ-шоу, где у него есть настоящие друзья, заставляет задуматься о его психическом состоянии. Но! В чем он не прав? В чем он не прав? И весь этот финал закончился бы за пару минут, если бы нас каждый раз не заставляли искать Наули в разных местах. Зато вон дают пострелять из самолета, мне весело и точка. Найдя наших друзей с помощью командной работы черныша, гея, женщины, котика и вафельницы, удается избить пенсионера. Но он начал пытаться делать вид, что он настоящий босс, постоянно убегая от нас по всей арене. Я бежал со всех ног. Даже не думал о битве с ним. Но кто же будет боссом на следующем этаже? Я знаю точно, это вертолет. С последним этапом решили вообще не заморачиваться. И для победы предлагают нажать какую-нибудь кнопку. В конце Наули раскаивается и сожалеет, что так и не смог завести друзей. Я не прощаю тебя. И наконец-то игра показывает самую лучшую свою сторону. Титры. Ура, товарищи! Но вы поймите разработчиков. Вы хотели нормальный Saints Row, а они хотели фоткаться. Я могу многое сказать об этих людях, но это слишком жирно для меня.
Будет только одна просьба. Собаке еду верни. И если вам мало сюжета, не бойтесь. Ведь разработчики приготовили целую кучу контента. 4 раза украсть фургон с мороженым, 15 раз фотографировать объект, 7 раз пострелять из разного оружия, эвакуировать 13 машин, 14 раз отвезти радиоактивные отходы, 3 раза испытать технику, 7 раз попрыгать по машинам, 7 раз украсть машину, 21 раз уничтожить волну врагов и 12 уникальных побочных заданий на 2 минуты. Сколько, блядь? Это мне! А в перерывах можете зарабатывать, лазая по помойкам. Ведь мы теперь не босс мафии, а помойная панда. Это PlayStation, чувак. И если вам кажется, что графика в новой Saints Row хуже, чем даже в третьей части 2011 года, разработчики сделали все возможное, чтобы ваш компьютер точно заметил разницу. Стошнило бы, да конструкции не позволяет. Объективно, эта игра Хрень полная. но все-таки существует тот самый способ, при котором можно получить что-то похожее на... С закрытыми глазами и левой рукой скачиваем файл окаянный, ибо правой замаливаем грехи перед провайдером своим за богохульную трату 30 гигабайт интернета. А ведь можно было эти гигабайты в Африку отправить. Глубоко извиняюсь перед каждым подписчиком за долгое отсутствие видео. Особенно перед этими людьми, которые за это еще и деньги платят. Я тебе большой привет передаю. Последнее время как-то приоритеты с игр немного изменились в сторону «А как бы выжить в 2023-м?». К сожалению, даже лайфхаки Трум-Трум не дали ответ. А значит, придется и дальше делать эти ваши видео. Желательно в подвале, в тайге. Но если это видео соберет хотя бы 60 тысяч лайков, Кто не поставит, будет сосать. и подписок на мою телегу и ВК, я обещаю не читать новости и делать видео ради великой цели. Чтобы не сдохнуть